Всем привет, всем здрасте, ребята. А вот наконец-то и я явилась, не запылилась. Сегодня мы чуточку пораньше с вами начнем. Сегодня без ушек, сегодня, как и обещала, в строгом офисном платьишке. Да, вот так вот. Потом, как обычно, в конце привстану, покажу во весь рост сие творение чьих-то волшебных рук, которые это все придумывали и шили. Значит, что у нас сегодня в планах? Мы быстренько с вами допройдем God of War. Если будут мешать очечи, то скажите, я их сниму. Если не будут мешать, то вообще пофигу. Так и знал, что вы черное платье мне идет. Спасибо. Привет, ребята. Всем здрасте. Как у меня дела? Все хорошо. Сегодня немножко настроение получше, чем вчера. Вот. Надеюсь, у всех также с настроением. Да, кусики-кукусики. Бот я отключила. Я буду вместо бота сегодня периодически говорить «кусь». Почешите мне за ушком, иначе я сделаю вам мега-кусь. Но в противном случае. И вы будете так, Катеньки за ушком почесать, и все, я разомлела в блаженстве. Короче, не будем долго болтать. Открываю себе диспетчер, как обычно. Переключаю на игровую сцену. Делаю себе маленькую. Тыкс. Ну и что, продолжаем. Пока можете рассказать, у кого там как дела, что делали сегодня полезного, интересного. Так, вот так, чуточку повыше диспетчер. Чтобы видно было все. Отлично. Замечательно. Осталось вроде как часика 2. Я надеюсь, что мы это все быстренько зафиналим. И потом приступим к чему-нибудь другому. Я, кстати, что сегодня сделала полезного очень? Я перетянула ручки у кресла. Мне, значит, подогнали хорошую кожу, черную. Я ручки смогла сама перетянуть, но за сидушку и спинку я не взялась. Потому что это дело непростое, и это дело надо отдавать по-хорошему людям, которые в этом всем разбираются, скажем так, и шарят. И у кого есть хорошая швейная машинка. Потому что у меня швейной машинки нету, на руках это не очень прикольно делать. Все потихоньку. У меня тоже все потихоньку. Так, а где-то, типа, там чаши, да, мы еще вчера, типа, имена на чашах он прочитывает, и чаши зажигаются. Но что-то как-то те две горят чаши, да? А у этих читать-то нечего. У них-то нечего читать. Что я вчера Люциус обратил на это внимание, потому что я мимо пробежала, как сумасшедшая. Ну и ладно.
меня наготове кофе, 2 вкусные печенюшки. Не знаю, что за печенюшки, должны быть вкусные. Это если у меня что-нибудь будет плохое настроение, скажите: Катя, быстро ешь печеньку. И станет все хорошо с твоим настроением, барышня. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Конечно, любим пошуметь. Шуметь — это вообще наше второе имя. Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Я, кстати, не так уж и много воронов Одина смогла прикокошить. Так смотрит на свою руку. Язык показал. Че к чему? Дурная баба. Так, выбор мира. А зачем? Нам надо сюда. Все, отправляемся. Отправляемся. Вперед. Стой, погодите-ка. Ничего не выйдет. Да. Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза. У меня один глаз. Надо 2. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри. Ну, понятно. Хорошо, идем, значит, к этим 2 чучундрам. Да? Может быть, они что-нибудь нам да расскажут. Привет. У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? Чух-чух. О, Ща он сболиванет глаз. это... Простите. У него несварение. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Съел, что ли, его, или чё? На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Статуя с Но тайником сами внутри, же хорошо. понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами — то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но Блюет. статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. А, который змей откусил. Мы сейчас пойдем, наверное, к Нам мировому заглянуть снова в змею. кишки. В кишки. Сейчас опять болевать пойдет. Господи, он какой-то слабенький. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Хорошо, как я и предполагала. Знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, зови снова к Рогу. Хорошо, снова к Рогу. А ну-ка, нам надо, наверное, посмотреть. Может быть, я могу что-нибудь себе сделать? Там улучшить или еще что-нибудь. У меня спартанский натиск, да, и он получше будет. Сам не играл, но смотрел прохождение. И как жесткий будет момент? У меня стоит захват Гипериона, да? Но он поинтереснее будет, его можно улучшить. С валькириями сражаться? О, боги. Валькирии жесткие очень, барышни. Прям очень.
56. Что-то у него откаты все такие тяжкие прям. У нас пикирующие соколы, да, тут стадо кабанов. Не, я хочу пикирующие соколы. Ну, давайте улучшим. Угу. Сейчас немножко мы поулучшаем себе всякое. Ага, тут я не могу, потому что нам надо, чтобы у нас мы клинки себе еще прокачали, да? Ладно. Сейчас поедем. Дудеть в рог. Готов. Готов. Ну давай. Сейчас змей скажет, что тебе надо. Привет. Что значит меняюсь? Ням-ням, он говорит, ням-ням. Статуи больше нет. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Мы сейчас пойдем в Он брюхо готов к нему. позволить вам зайти в его пасть и поискать. Он открыл рот, типа, вперед. Серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Мы у него будем сейчас вот так там ходить, и он такой... Огонь. Короче, ты, Олежа, балдеешь, да, когда девочка в платьишке, да? Можешь остаться. Такое я не пропущу. У меня, короче, платья появились не так давно. На самом деле, я вообще их не любила в свое время. У меня на одной работе, ну, на прошлой работе, коммерческий директор, она, значит, была такого мнения, что девушка должна быть исключительно в платье либо в юбке. То есть никаких брюк, никаких штанов, никаких джинс, вообще ничего ко мне. нельзя. Я иду. Поэтому у меня появились платьишки. Ты точно в этом уверен? Нет. Боишься ляпнуть? Ляпай. Сегодня у меня день ляпов, так что если ты что-нибудь не то ляпнешь, ничего Ну, страшного. братья, бывал Я в не странных расстроюсь. местах, но это что-то новое. Я никогда не бывала. Потом в подушку поплачу. Меня много раз пытались собрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. А нас потом... Мы через как выйдем? Нас выкакают потом? Или нет? Или мы через рот выйдем? На самом деле это все обман, потому что змей хотел покушать, и нас заманили, чтобы он нас съел. Все, вот так. Сейчас, наверное, будет очень-очень темно у вас. И что мы будем делать? Чрево зверя. Так же, как и вошла, я думаю, через попочку. Странно, мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит, И бояр. я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Ищем статую, смотрим в оба. А, ты не хочешь пошлить? Да ладно тебе. Пошли. Куда-нибудь. Я думал, вонять будет хуже. По запаху похоже на вересковый эль. О, тут даже приятно. золото, смотри-ка. Чудной. Здесь вода жжется. Вода Это ведь вода? жжется. Ну что? Нет, это не вода, Ага. пацан. В основном. В основном вода, ага, ну. Собирай. О, вон там сундучок. Вон там, молот. А тут как-то можно будет, интересно, причалить куда-нибудь? Вот сюда причалить можно. Так, и спустимся мы, наверное, по веревке потом.
Очень интересно, очень необычно. Конечно, у него это ничего не переварится, такое там что-то сожрать. Так, и походу где-то как-то что-то куда-то почему-то. Угу. Я не знаю только зачем я там сделала. Ну, наверное, мы туда залезем же, да? Ну да. Ну хорошо. И сейчас поедем. Мимир, где Один мог спрятать Я не глаз? стала топик одевать. знать? Думаю, не Я же сильно. этим глазом не вижу. Вам не видно будет. Я не буду вот так вот особо поворачиваться к вам, чтобы вам что-то там видно было. Основной только головешкой и поворачиваюсь ко второму монитору, чтобы чат посмотреть, поэтому... Поэтому вот так. Меньше одежды. Потом меньше раздеваться. О, вкуснятина. Маленький гробик. Моя группа поддержки сегодня. Я не знаю. Ага, Я это не глаз. знаю, Лежа, где моя Ставьте его мне в голову. Для надежности. группа поддержки. Будьте добры, побережней. Побережнее такой. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Так, а вон я вижу вкусняшку. Давай-ка ее откроем. Там что-то вкусное должно быть. Я, кстати, вообще думала, что сегодня я ничего не буду играть. Но, как оказалось, я взяла себя в руки. И вот я здесь. Ух ты, какая вкуснятина тут висит. Мы сейчас, наверное, на вот этой фигне спустимся. Угу. Ну да, я же так и предполагала. И все, и это так легко Я рад, что оказалось. Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они. Как ощущение? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Грёст цел. Конечно, не цел. Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Я, кстати, насчет кресла с зарплаты отдам, и мне перетянут сидушку и спинку. Там кожа вообще шикарная, А как нам блестящая такая. Подадим знак. Держись крепко. Что это? Нам, походу, сейчас будет это. Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что-то не так. Нам сейчас будет больно. Я, когда у меня оба уха, я пугаюсь больше. Что происходит? Все плохо! Желание провести стрим любой ценой, фуловый Его напали? состояние, Что это? присутствует. Нужно спешить. Да, Согласен, как есть никогда. такое. Нужно спешить. Если мы где-нибудь змею пощекочем, он такой сделает. Держись и постарайся не упасть. Нет, но это навряд ли у него не сварение. Это что-то другое. Ой, нам плохо. Че, мы умираем, нет? Плюх. А что такое? А что с ним? Сын? Сын? А Я цел. почему змей упал? Вроде даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Он умер, что ли?
Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Фрея. Фрея, она ведь за нас? Да? Будь Неизвестно. осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что Ну, произошло? просто вот ключики, Мы ладно. сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. А когда если мы его убьем, она на нас не обозлится? Она же ты может его на нас видела? порчу навести. Давно. Там, типа, чтобы у вас был вечный Ещё до понос. твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. Конечно, и Почему этот я? его такой держит. Что-то случилось. Вон! Ну и все. Сейчас будет битва, наверное. Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас Она же точно выползете обозлится. наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Мы ему дорого обошлись. Сынок, Сынок. Мама? Он в шоке, по-моему. Мама, я здесь. Не убегай. Она так говорит, как будто он маленький, и это сейчас такой нет, прям мама, я никуда не уйду. на красный свет светофора Я побежит. Не знаю, ты всё убегай. ещё злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Он ничего не чувствует, Мои барышня. чувства. Игра Да я тихая. провел Серьезно? последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Ну-ка, давай-ка. Я вроде ничего не меняла в настройках. Давай вот так сделаем. Сейчас даже погромче будет. Я 1000 раз повторил все, Получше что хочу стало? сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Злиться. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно... Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Мамку, наверное, убить хочет. Но сначала семья. Ну, начинается. Ну и все, сейчас будет драка. Пожалуйста! Ой, что ты не взял? Я достану до него! Прекрати сопротивляться! Она мне еще и такая, типа, мешает, типа. Своей магией Она мешает нам. тебя! Зачем вам обоим все это? Зачем? Прочь с дороги! Да какой? Ходячая агрессия. Сын мой! Да, зеленые стрелы, да-да-да. А лучше я умру! Ах, она фурка. Но вы должны прекратить! Мы должны прекратить. Да как мы прекратим? Мы не можем. Да, я помню, у него наконечник вот тут в этом. В колчине. Что делать? Типа
теперь меня не Советую слышно. тебе Погоди, отвернуться, давай вот парень. так. А так лучше меня Сейчас слышно? будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Я себе громче делать Нет, не буду, Атрей. иначе просто кровь из ушей ранен. пойдет. Но Дыши. я вижу, да, по Дыши. полоскам, что я теперь намного тише игры. Моя кровь. Происходит. В руку вонзилась. Я чувствую боль. Поэтому она их и выкинула. Она знала, что эти стрелы Всё просто... чувствую. Ну и чё? Он стал Вернуть? уязвим? Убрать громкость у игры, нет? Или нормально? О! Смотри-ка, кто проснулся. Вы этого не сделаете! Что происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь ветер? Мы движемся. По ушам бьет. Да ну блин, ну ёпрст. Я же вот сама не слышу. Мне кажется, что мне иногда надо самой подрубать себе где-нибудь, проверять все, как это звучит. Давай вот так посмотрим. Получше Вальтер нет. ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, а Мела сняла чары. Его можно убить. Можно, теперь я Мы припоминаю. куда-то едем в ладошки большого великана. Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Так ты ничего Нет, не женщина, не сделаешь. выйдет. Он хочет твоей смерти. Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится. Вот! Прекратите! Немедленно! Прекратить немедленно. Мамка будет в шоке, но... Он же сейчас не сможет, наверное, у нас не отхиливаться, ничего. Ух. Он хочет чувствовать... Я и не знал, что это так весело. Ему весело. Прям в лоб, что ли, мы ему там, или в глаз куда-то? Чудесно! Ох ты ж, ни черта себе. Чувствую! Холод! Моего сына! Почему у меня... Я же с этим была. Маманя. Да ты, ведьма. Она мешается. Засранка. Холод! Я из-за Мама! Да. Разберусь с тобой! Коза! Холодно! Обожаю! Ух ты.
Но он, получается, отхиливается, да, все-таки у нас? Но я могу его замочить, если буду более... А если я сейчас накоплю ярость, и яростью потом сделаю ему больно? Тогда ему точно хана. Ну да, походу нам надо накопить ярость. И сделать ему просто большой скидыш. Я бы уже умерла, если бы мне так сделали. Да блин, ну покуда ты его будешь защищать, вот мы все равно его убьем. Им месть движет, вот что с ним говорить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Атрей! Атрей! Я здесь! Я жив! У меня все чудесно. Никогда не чувствовал себя столь живым. Прекрати! Живо! Ну, овца. Мне сейчас будет больно. Он сейчас делает огонь, и я должна, значит, теперь топором сражаться. Да, чудесно! Ну, не хватало мне еще вот этих зеленых ее козявков. Иди сюда. Ой. Давай, малой мне на это и нужен, чтобы он мне помогал, да? Кидается. А малой может взять стрелы, это теперь другие. Овца, опять он еще с этих накидает мне. Где мой? Чувство! Славное чувство! Еще славное чувство. Хотя, когда убью, это будет еще славнее. Мне бы еще... Еще, я хочу еще! Сумасшедший просто. Как так? Он прям мазохист. О, мать
Матерь Божья, третья смерть. Стрим подлагивает. Арррр. Сильно? Память нормально подожрала. Может быть, из-за этого. Тут сцена-то такая. Так, тихо. Атрей! Оставь моего сына в покое! Да он сумасшедший, говорит, оставь моего сына в покое. Останови! Ауч. Бляшку ему. Сейчас бать... Хватит уже страданий! Заткнись, мама! Ой. Подсказок-то нет больше. Ой. Ногами. Ну а чё, давай, молотый стрельнет. Прям в пузо. Привет. Правильно помню, Андрей, да, тебя зовут? Ой, полную грудь стрел. Да, хорошо. Ты вчера спрашивал, чем я еще занимаюсь, кроме Ютуба? Благодарить вас обоих. Я работаю. Вы сделали то, что не удалось даже отцу. Я никогда не чувствовал себя А Ютуб таким это так живым. уже, типа хобби маленькое, Ирония, которое отнимает полжизни. Ярость. Ой-ой-ой, мамка будет не рада. Сейчас мы... Когда же вы сдохнете? Но у нас ярость же. Давай. Сейчас мы его просто... У него тоже типа что-то типа ярость или что, нет? Так, тут нам надо огонь. Ой. Ух ты. Тут надо поменять. Нифига у него мега истерика. Помоги их остановить! Прошу тебя! Она хочет, чтобы меня малой помог остановить. Фиг ли он поможет? Ой. Все может быть совсем иначе! Вот так. Да нифига у тебя истерика. 7 пятниц на неделе. Да ты с одним... То у него лед, то у него огонь. Вау. Надеетесь меня победить? Я тебя победю, чувак. У меня нет выбора.
ты сделаешь смерть. Хочу. Ой. Ох. Я, говорит, убью вас обоих, но у него вряд ли это получится. Потому что у меня должно все получиться. Почему вы меня не слушаете? Ага. Почему вы меня, говорит, не слушаете, мам? Потому что мам редко кто слушает. Я не успеваю с оружием. Не надо! Остановись же! Давай. Ой, я пропустила мега-удар. Ну, походу, это все предрешено было. Смотрите, у нас совместный бой с малым. Ну давай, на. Как жестоко этот мир. Как мне 11-я винда? Она противная. Пока что. Есть некоторые нюансы, которые мне не нравятся в ней. Сын, ты молодец. О! У него опять несварение будет у змея. Так, Фрея вылетела. Ну все, давай не будем ничего с ним делать. Или... Давай, Может, не надо? убей меня. Стой! Пожалуйста! Пусть она ему там зелье варенье сварит, и он Отец, он перестанет Не опасен. злиться и фыркаться. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Пока что глаз дергается, вот такая же Мне фигня. нужна твоя защита. У нее моментами не отрабатывают некоторые штуки, которые должны отрабатывать. Например, там автозагрузка. У меня один раз не отработала. Я просто с работы его пустил в перезагрузку. Он должен включаться, а в автозапуске должна куча программулин запускаться, и я с работы к нему подключаюсь. И у меня эта фигня не отработала. Я вообще на панике сидела, весь день, пока домой не приехала и не проверила его. Думаю, что там случилось? Или уже скаюха что-то там отгрызла, провода какие-нибудь сожрала, или еще что-нибудь. Или сделал. Все равно. Ты все равно. Продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Вот так всегда. Мама и папа пытаются защитить, а по итогу делают ребенку только хуже. Потому что что? Потому что ребенок сам Я должен ошибалась. пройти свой путь. Признаю. Особенно, когда он взрослый. Ладно, когда ребенок свободен. маленький. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все Так заново. ведь? Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Да простишь ты ее, дурачок-то. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, Че, все-таки убьет, не убьет, если ставим моя ставки. смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Ты серьезно? Я знаю. Это все та же кружка с мышонком. Сережа, привет. Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю.
Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Снег. Нет, 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 мой мальчик, мой милый мальчик. Он только что ее убивал, мой милый мальчик. Сейчас что сделал? Фрея, И будет меня это его преследовать. Тебя будут ждать самые Часто случаются побои Самый в семьях с жестокие изменой. страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! В смысле он отнял все? Тебя только что чуть не убили, дура. Все отнял! Исцели там, помашь ему что-нибудь, подорожник приложи там к шее. Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость, ты не изменишься! Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он... Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Да-да-да, это именно женская логика. Как ни парадоксально. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать. Я тоже об этом подумала, Олег. Про это Спарта. Нет. Ну только я не в пузо, а в нос. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой Сжечь, убить, изжечь, путь. Мы расчленить, станем лучше. выгрызть ее сердце. О, нифига, она сильная. Он ее ненавидел всей душой. Вот реально, всей душой он ее ненавидел. Хотел теперь мы убить ее приступим. несколько раз. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Hello. Hi. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Ну, дойдем до конца. У меня пока что тоже есть силы, мы справимся. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел... Ну нам сюда и... убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Я думаю, она нас не простит Да, никогда. Фрау-Тюра, в последний раз. Да, нас ждет Йотунхейм. Нас ждет Йотунхейм. Что значит Это дорого будет обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавит... Ура! Скоро мы увидим великана. Ну, если все пойдет как задумано.
Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Я не даю им даже договорить. Они терпеливые. Сын, голову. Готовься. А, да. А, он должен голову взять. Взял. Будет вот так с ней идти. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Стой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. На работу. Давай, бай-бай. Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Он боится, Да. по-моему. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. Мягонькими сиськами клянется. О, нет. Нет, 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 нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Господи, как он не обливался прям на голову. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Более дружелюбная по субботам, да? И не такая злая, не такая агрессивная. Ай, как светло. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Хорошо. Может, тогда по пятницам не стримить? Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Пацан такой нетерпеливый. Сын. Неси. Да он не брал такой большой мешок. Там маленький мешочек у него был.
Ну, погнали. Где мои печеньки? Скушать одну? А где мои печеньки? А вот мои печеньки. Сейчас накрошу на себя. Я даже не знаю, вкусная она или невкусная. Я такой не ела никогда печеньку. Ну, типа она похожа на Орион, на этой. Невкусная печенька. Невкусная. Привет, Вова. В пятницу лещей веселье Ничего. раздаю. Я думал, что уже услышу голоса. Хорошо. Блин, странная печенюшка. Ну, почему-то она на упаковке какая-то красивая и есть кто вкусная. Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Тут тоже что-то... Кто этот страж? Я должен их чувствовать. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Это не чокопайка, нет. Чокопайка вкусная. Она похожа на чокопайку, но нет. Это не она. Стой! Отец! Что-то происходит. Твой топор. Это мама. Смотри, Ну да, топор же для нее делался. она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как? И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Я не видела Это еще ни в всё одной про нас. маршрутке такое. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. Прикольно. И я великан. Великан. Мальчик с она пальчик. Ну, я мужчина с ладошку. Почему с ладошку? Сюда, Я был чтобы мальчик с мы это пальчик. узнали. А теперь я вырос. Теперь я мужчина с ладошку. Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Жамка, ага. Типа нервничаю. Теребонькать Бальдры что-то не надо. отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Я понимаю, что А великан повторно? это раса. Я просто придралась к тому слову. же- В игре же говорилось о том, что великаны Она это еще не не обязательно ошибалась. большие ростом. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да.
А малой не увидел того рисунка, да, или чё? Ну давайте развеем прах. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Ну, Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. ну сейчас будем плакать, наверное, когда будем прах развеивать. Уху! Нарисован банан, написано употреблять вместе с кожурой. Прикольно. Ох ты. Лежит рука. Не будет никто плакать? Ну блин. Как так? Нифига себе, сколько. Отец, Нет. Сделаем это вместе. Сын. Сделаем это вместе. У меня такая маленькая ручка. Прощай, Фэй. люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Мелодия еще такая прям красивая. Идём. Очень. Раз мама была из великанов, я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Вот вам и идем Локи. домой. У меня лежит диск на плоечку. Я запустила, и все на этом. Выполнено. Ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы — великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрей не был похож на других.
Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, Я помню, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Друзья, ох, как я вам рад. А чё они бросили голову? С гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Куда мы его отнесем? Будет на поясе ездить. Ну, короче, можно еще гулливанить. И выполнять всякие допки, и делать всякие штуки. Прикольно. Но это я уже потом буду делать. Замечательно, все очень рады. Нам не надо новую игру, или надо? Не надо. Я вернусь сейчас в домой. Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Там больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Что приближается зима. Не просто. Она великая, которая продлится 3 лета, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк. Из-за снега. Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Хана просто будет. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о... Говорю тебе, это Фимбул Винтер. Я это Бу-бу-бу-бу-бу. Жопой чувствую. Прекрати. А, тут не, да? Пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это Что с этими конец потрындеть, нет? Смей заставлять меня трезво мыслить. А чё? Просто говорим о погоде. Недавно Просто похолодало. потрындеть с ними хочет надо, да? сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. И придут белые ходаки. Мы слышали. Так что, если идете домой, постарайтесь не останавливаться и не умереть. А если не идете домой, то же самое. Ну ладно. А, ну и все, теперь это все доступно. А я могу же, наверное, вот этой штукой переместиться. Подожди, вот так, дом. А не вот так. Та-дам! Побежали! Башня поглотила камень единства. Не сюда, я бы мол. хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Можно, конечно, полетать и разбиться. Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения.
Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? Как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. А чё ты там за шорох навел? Что случилось? Наконец-то мы дома. Кажется, прошла целая жизнь. Немного... Вечность прошла. Пора отдохнуть. Буду спать до весны. 10 лет будешь спать. Ну нет, эти же сказали 3 года. А откуда у нас еще угли там горячие? Ладно, сойдет. Че, он на голову сел? Спи. Я уже. Спустя годы. Что это? Бери лук. Ты кто такой? Пау-пау-пау-пау-пау. Жиробатина такая. Он жирный, как поезд пассажирный. Капец. Там такое брюхо просто. Как 3 меня. Обалдеть. В наши дни. Атрей, ты готов? Да, но у Но... меня был странный сон. Фимблвинтер заканчивалась. И к нам прямо сюда Пришел Тор. Это просто сон. Это просто сон. Странный сон. Конечно. Он казался явью, казался будущим. Тогда мы подумаем об этом завтра. Сегодня у нас дела. Идем. У нас дела. Дела-раздела. Дельные дела. Но мы делаем вот так. Котейка прошла. Ура. Ну, понятно, что я прошла, получается, всего-навсего основную ветку. У нас еще вон куча всего. Там валькирий там убить. Вон подвиги можно совершать. Вон куча всего, короче, еще можно поделать. Я это поделаю обязательно. Но уже сама. Без вас. Прохождение игр обязательно будет. Прям обязательно. Давайте немножечко поболтаем. А чё вы не говорите, что я жутко лохматая? Что за безобразие, а? Так вот. Посмотреть, как с валькириями сражаться? Нет, я подглядывать не буду. Я буду сама доходить до таких моментов. Сгорит жопа, но я разберусь. У меня, значит, есть весь Ведьмак. Все 3 части Ведьмака у меня есть. Да блин, у меня игрушек на самом деле вот так вот. Надо просто решить, что следующее мы будем стримить. И все. И будем стримить. Еще на самом деле куча всяких проектов возможных есть на PlayStation, но с PlayStation есть определенные нюансы. Потому что там все печально с чатом, зачастую сообщения как-то, не знаю, блокируют с Ютубом или что. Короче, что-то происходит, и сообщения, очень часто люди пишут их, а они в чат не попадают. Плюс у меня просто карты захвата нет,
И в этом есть свои сложности, если стримить с PlayStation. То есть у меня должен быть... Призрак Цусимы еще на ПК не вышел. На плойку, понятно, он есть. У меня его нет, не у кого взять, чтобы поиграть. Но на комп еще не вышел Призрак Цусимы. Он на 22 год должен быть, но когда конкретно, новостей нет. Была бы у меня карта захвата, но я сейчас, к сожалению, пока что себе карту захвата позволить не могу. Тудум. Вот такие вот дела. Значит, no. 4. PlayStation 4. До 5-й PlayStation мне как до Китая раком. А до Китая раком очень далеко. Ты просто мечтаешь? Не, на самом деле просто мечты... Не просто мечты. Мне Влад тоже писал про Призрак Цусимы, и... В принципе-то почему бы и нет? Если вы заметили, ребята, то мои лапки уже, в принципе, получше с игрульками. Где-то мозг, может быть, даже получше с игрульками. Ориентируюсь уже получше. Дерусь получше. Там, тем более, не Souls-like. Как бы это не Dark Souls. Надо еще за Dark Souls взяться. Просто запустить, погореть и закрыть, и сказать: нет, это не мое, или о, да, это мое, и просто залипнуть в Dark Souls, и все, вы меня потеряете. У нас будут просто бесконечные стримы по Dark Souls. Да? Days Gone. Я, кстати, Days Gone хотела тоже стримить, ее же раздавали по подписке. Я думала за нее браться. У меня даже в моем блокнотике, вот в этом блокнотике, в котором я записываю всякие штуки важные и интересные, типа там всякие игрушки, тут у меня выпало все нахрен, всякие наклейки. Значит, у меня тут написано время прохождения, вот на вот этой страничке. Ну, вам нифига не видно, но тут написано у меня, да-да-да. Я думала ее не на стримах, может быть, проходить, а типа, поиграла, можно на плойке запись же делать, ролики часовые максимум. То есть можно поиграть, ролик сохранился, ты его на флешку копируешь и потом с ним работаешь, обрабатываешь там, и все, потом это дело можно на YouTube заливать. Ну, либо можно, нюанс, да, не будет голоса, не будет вебки, ни хренашеньки не будет. Значит, вторая мысль у меня какая была. Ее запускать на стрим, понятно, ограниченный доступ, либо закрытая, просто сидеть, балдеть, проходить, она на YouTube остается, но качество тогда получается максимум 720, когда я потом с YouTube скачаю. А тут я думаю, а у плойки-то качество всего лишь 720, когда ты с нее стримишь, то есть она не дает нормально 1080, она всего лишь 720 дает. Я не рисую, я пишу. Рисовать я не... Рисование-то не мое. Я могу только разукрашивать, но я сейчас не буду доставать свой блокнотик, в котором я разукрашиваю. Сейчас, секундочку. Я подниму все. Я потом как-нибудь, может быть, покажу этот блокнотик свой с разукрашиваниями. Он у меня сейчас в коробке. Я убрала в коробку все. Мне, по-моему, тут ничего нету такого. В быстром доступе. У меня же куча ручек. У меня 120... Упаковка одна, 120 разных ручек. И матовые, и с блестками, и всяко разно безобразно. И еще 2 набора маленьких. Там, по-моему, по 30, что ли, может, меньше. То есть гелевые всякие разные. Ну, у меня выпало случайно. Не специально. Из моей панды.
Показать. Ой, давайте замутим стрим, на котором я буду разукрашивать. Вы мне, значит, разукрашиваем за донаты. Вы, значит, ну там, ну, например, чисто символическая, там, минимальная сумма, да, возможная. Грубо говоря, 5 рублей. Рисуешь вот эту штуку вот этим цветом. Все, я беру, значит, рисую эту штуку этим цветом. Следующий кричит заведующий. И так мы, короче, с вами что-нибудь разукрасим. Получится вообще какая-нибудь непонятная квазимода у нас. Ну, как вариант. Ну, а чё, почему бы и нет? Не, у меня там есть парочка прям бомбезных у меня получилось страничек я разукрасила. Я тут тоже наклейки клею. Вообще там, короче, у меня ежедневник. Но я в нем ничего не пишу, я в нем только разукрашиваю и клею наклейки. Все мои наклейки, которые я купила, короче, уже почти что в этом ежедневнике. Нет, мне не надо кидать, что разукрашивать. Будет моя картинка, а вы будете мне говорить, какую деталь, каким цветом красить. Понимаете? Не надо мне скидывать там письки-сиськи и говорить, разукрась письку синим, а сиську зеленым. Как-то так. В смысле так неинтересно? Все интересно. Вон какая мне няка есть. Но не видно вам сильно светло. Там киса держит букетик. Это мне, короче, подарили букетик, а на нем маленькой прищепкой была такая открыточка. Ну почему пошлятина, да? Ну стопудово вы бы такое мне скидывали, господи, чё. Как будто я вас не знаю всех. Знаю я вас всех. Сначала бы такое делали, кидали бы, пока не набаловались и не наигрались, а потом бы нормальные бы скидывали. После того, когда это устали бы баловаться. Что мне тут интересного есть? Ничего нету. Тотара вот. Тотара, мой любимый Тотара. Не надо мне ничего присылать, Вова. Все. Я сказала, не надо мне ничего. Я сама найду, если я захочу. Такие штуки бесплатно я найду сама. Эх. А что, мы быстро достаточно, да, прошли? Я думала, дольше будет, но я справилась. Неплохо, да, справилась? Конечно, умирала, но в целом, если взять весь игровой процесс, в принципе, нормально. Ну, понятно, что не супер сложность у меня была, но и не самая легкая. Игрушка мне понравилась. Вова, ты там спрашивал, как мне в целом приключения. Мне понравилось. Мне когда игрушки нравятся, я думаю, многие замечали, я не так сильно туплю на каких-то головоломках. Что-то иногда делается просто вот ты идешь и это сделалось. Просто мне нравится игрулька и как-то вот по наитию многие моменты делаются. Самая изи? Нет, не самая изи. Я не знаю, сегодня мы еще будем что-нибудь играть или не будем, но мы сейчас стрим закончим. Я кое-что... Мы, короче, кое-что с Вовой потестируем. У нас на примете есть одна игрушка у Вовы, одна игрушка у меня, кооперативная. Подумай, может быть, мы еще сегодня поиграем. Я что, ради того, чтобы посидеть с вами 1,5 часа, так наряжалась? Нет, конечно, надо воспользоваться временем. Без спасите, помогите, как обычно. Ой, как будто я обычно спасите, помогите, кричу. Ну, что ты уж прям так. Игруля для 2-5 человеков? Ну, это которая твоя игруля для 2-5, а которая у меня, она для 1-2. Ну, посмотрим. Короче, не будем загадывать. Кстати, как
Как? Ручки. Видно ручки? Нормально смотрится? Тут вот немножко тяжело было кожу загибать. Была бы у меня еще машинка, либо степлер, который может это все дело пробить. У меня, конечно, есть строительный степлер, но я им попробовала, он не пробивает вот эту пластмассу. И я, получается, это нитками все стягивала. И это просто тупо там на нитках держится. Ножки лучше. Конечно, ножки лучше. Нет, я про вот это вот все дело. Про ручки кресла. Я, короче, разобрала сегодня кресло. Думаю, все там... все, короче, сделаю. Там попылесосила. Волоса собакины поубирала. Значит, одна-то ручка была съедена, она прям поролон там повыгрызала. Я думаю, что положить? Что туда вместо поролона положить? Поролона у меня нет. Думаю, из лифчика, что ли, доставать? Ну, думаю, не буду, у меня их не так немного осталось. Взяла, короче, носок. Носок запихала, все там ее подшила. Положила. Что-то пока я ходила, примерялась, что-то там делала. Смотрю, это засранка. Взяла вот эту вот верхушку. О, камера. Жух, фокусируйся. Она, короче, взяла вот эту штуку и пошла ее грызть. Я говорю, ну ты что делаешь, коза? Она, а что, нельзя? Ты разве не для этого ее там разобрала? Я говорю, ну нет, как бы не для этого. Она, ну ладно. Я там вымеряла кусок кожи отрезать, она села своей жопой на кожу, сидит. Молодец, восседает, миледи. Скаюха, ну она не пухляш. Она на самом деле для своей породы не сильно даже и крупная. Ну, у нее вес где-то от 27, 25-27. Иногда, если хорошо питается, не вредничает, то там под 30 может весить. Так они на самом деле самки амстафа где-то килограмм 35 должны весить. Мясняш. Не, ну она прям барышня такая. Прям ух. Ее когда тискаешь, это вообще нечто. Я иногда, она когда дурачится, я, понятное дело, я что-нибудь одену такое прям нормально, там, толстовку, там, брюки, ну, штаны хорошие, нормальные, которые не прокусишь. Заваливаю ее, сажусь на нее сверху, начинаю ее жамкать, тискать, иногда могу за ляжку укусить, за ухо могу цапнуть. Она начинает огрызаться, так, ну, может ущипнуть, она в основном там что-нибудь прям, ну, передними зубами так микро-щипки делает. Это не больно, это просто иногда, ну, неприятно. Ну и в процессе игры, когда она дурачится, иногда можно об ее зубы. Вот я последний раз вот тут вот об ее зубки ударилась, где-то нерв защемило, у меня пипец, у меня всю пятницу палец болел. Прям вообще жестко. Я кусаю собаку за ляжку, да. Я могу ее жестко грызть за ногу. И она просто... У нее вот такие вот большие глаза, она начинает на меня вот так... Что-нибудь кряхтеть, огрызаться. Она уже большая ведь, ей уже сколько? Мне ее подарили в декабре 2019 года. Так что ей уже... А она сентябринка у нас. У нее 20 сентября день рождения. Так что она уже взрослая дамочка. Угу. Массы много, да. На улице иногда мне приходится... Я, по-моему, рассказывала как-то раз. Она дернулась, потому что собака зашла на границу моего участка. У меня еще забор неполноценно сделан вокруг участка моего. И ворот нет. И, короче, она, значит... Собака зашла на границу моего участка и давай там на столбик писать. Она дернулась. Ну, а у меня, понятно, как бы моей массы тела не хватает, чтобы
чтобы устоять и ее нормально удержать. И я, короче, на жопу плюх и поехала. И мне пришлось тормозить. Я ноги вот так вот выставила, и я тормозила в колесо машины. Я думала, я там где-нибудь что-нибудь помну, сломаю. Ну, ничего, обошлось. А недавно было, она тоже у меня дернулась, и у меня такие эти 300 на 300 два бруса, и скат сделан. Ну как, не знаю, навес типа над крыльцом, но крыльца нет. Значит, она что-то дернулась, и я за нее так полетела, думаю, а что тормозить-то? Я не на жопе еду, я бегу стоя. Ну, я, короче, об этот столб вот так чух обхватила его. Тут потом болело, плечо ударилось сильно. Ну, такой она конь. Мне просто можно на лыжи вставать, ее в упряжку и на лыжах. Ту-ту, она меня укатит. Можно, мне кажется, даже сани запрягать, она меня утащит. Буду играть в Elden Ring, о боги. Или, может быть, в Horizon буду играть. Или, может быть, я буду в Dying Light играть. Или, может быть, я буду в косынку играть и стримить ее, боже, в сапера. О, да. Дурында. Ах. Ты поднимаешь руки и хочешь мне сдаться? Хорошо, сдавайся. Я беру тебя в плен. Так, давайте заканчивать, ребята, да? Если все будет хорошо, то я подрублю стрим сегодня еще. Да? Хорошо? Будете меня ждать? Я вчера говорила, но повторю еще раз. Во вторник у нас с вами ничего не будет. Во вторник я не смогу постримить, потому что в среду я еду на работу. В среду я еду в больницу. Поэтому в среду я встаю рано утром. Мы с вами встретимся только в пятницу и в субботу. Ну, может, я что-нибудь, каратульку какую-нибудь еще попрактикуюсь. Повыкладываю. Какие-нибудь бесявые каратульки маленькие. Отпустить тебя уже? Хорошо, все. Сейчас я встану, покажу платьишко. И я тебя отпущу уже. Красивая девушка, да? Комплименты какие. Ну, я еще, получается... А давай сделаем вот так. Так, нет, вот так не надо. Вы сейчас увидите там мои коробки всякие на шифонере. Вот. Вон туда, смотрите. Вот. Я еще, как бы обычно, в нем на каблучках. Такая прям фифочка. Пиджак белый одеваю. У меня, получается, я к этому платью брала белый пиджак. Вот. Вот такая вот тетя. Я в этом платье ездила, короче... Теперь надо опускать. Я, короче, ездила в этом платье на встречу к дистрибьютору, и там такие все, что? Кто это? А все такие, да, это наш айтишник. Все, у вас такие айтишники, нифига себе. Говорил полгода назад, что мне так пойдет. Как пойдет? Типа во весь рост стримить? Или в платьях стримить? У меня платьев не так уж и много. Я хочу белое платьишко. Но я вчера рассказывала про белое платьишко, да? Вот у меня его нету. У меня было персиковое когда-то платьишко. Но я из него выросла. Кто-то не туда смотрит. А там, там некуда смотреть. В строгом офисном платье? Оно уже старенькое на самом деле. Я его когда на работе одеваю, мне Маринка говорит, зачем ты одела это платье? Оно старое уже, надо новое. Не надо. Да мне все идет. Даже в одежде бомжа мне неплохо. Откуда я знаю? Луна так сказала. Ах.
Ну все, значит, теперь по субботам мы будем в строгом офисном платье, да? По всей видимости. Ну хотя нет, иногда фокусируйся. Иногда же можно и по-домашнему выглядеть. Можно? А? В моем плюшевом том, которое как костюм коровки еще говорили. М? У меня же еще есть спортивное платьишко. Синее, и у него вот тут вот буковка. И внизу у него как лампасы адидасовские. Можно быть Катей, остальное приложится. Давай так. Можно быть мной, а остальное приложится. Потому что Катями может быть каждый. Может кто угодно отрезать себе кое-что, пришить себе сюда кое-что и такой скажет: я Катя. Всем здравствуйте. Нет, так не пойдет. Угу. Вот не надо другим быть Катей. Надо просто быть мной. А остальное приложится. Ты сейчас реально понабежит тут Катя. Я Катя, здравствуйте. Нет. Не пойдет так, я не согласна. А, у меня еще есть домашнее такое платьишко, которое, ну, такое очень легкое. Ну, у него длинный рукавчик и прям вот так под горло воротничок. Да. Тебя кошка придавила? Сколько килограмм твоя кошка весит? Это ладно, когда я говорю, там, на меня скайка села, там, она бывает мне на голову сядет, там, что-нибудь на ногу сядет, куда-нибудь придавит, раздавит, и там реально, да, придавила, раздавила, там тяжело. Но киса-то, сколько киса весит? Если бы я была вареником, вареник гейм, ну нет. А чё, неплохо, вареник гейм. Или ватрушка гейм. Все, хватит дурковать. Давайте будем прощаться. Все, платье я показала. Я молодец. Задача выполнена. Я всех отпускаю по делам. Если вдруг вы увидите, что на канале Пряник Гейм началась прямая трансляция, залетайте. Значит, у нас все хорошо, значит, мы сели играть. И, значит, я буду вас ждать. Ну, я еще кину, если что, в ВК. Новость. Если вдруг мы сядем играть. Да? А пока что всем пока. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. Как там я говорю? Всех люблю, целую. Все, давайте. Бай-бай всем.